Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала. Сегодня я хочу продолжить знакомить вас с некоторыми экспонатами коллекции Баррелла, а также с музеем Баррелла. Перед нами картина, которая называется «Пастушка». Длинная палка, которую держит эта босая девушка, говорит нам о том, что она работала пастушкой. Должно быть, это было тяжело. Может быть, поэтому она выглядит такой усталой. Написана эта картина Жаном Франсуа Миле в 1849 году. Жан-Франсуа Миле – известный французский художник. Годы его жизни 1814-1875. Этого художника жизнь бросала из стороны в сторону, но волей случая или собственного упорства ему удавалось удерживаться на ногах. Миле родился в маленькой французской деревушке Грюши. Детство его сверстников проходило в полях, где они работали наравне со взрослыми. Но эта участь Жана Франсуа миновала, потому что его отец служил органистом в местной церкви, а дядя был врачом. Мальчик получил неплохое образование, он много читал и даже выучился латыни. К тому же в нем рано пробудилась способность к рисованию, что стало открытием для семьи. И несостоявшегося землепашца отправили учиться в город. Художник сменил множество школ и наставников. Но случилось так, что после долгого периода обучения он оказался на пороге бедности. По этой причине скончалась его первая жена, болевшая туберкулезом. Ее смерть была для художника тяжелым ударом. Чтобы добыть средства на жизнь, Миле начал писать портреты. Однажды он даже взялся за необычную работу – посмертно увековечить образ мэра города Шербура. Но сходства добиться не удалось, и заказчик не взял картину. Вскоре художник отказался от создания портретов и переключился на мифологические сюжеты, которые принесли ему известность. Но это направление тоже недолго привлекало художника, и тому было две причины. Во-первых, в 1848 году во Франции произошла революция, короля свергли и была провозглашена Вторая Республика. Соответственно, у публики резко поменялись интересы и предпочтения. Во-вторых, Миле перебрался в деревню Барбизон, где образовалось общество художников, среди которых было много его друзей. Миле был очарован деревней и решил посвятить ей свое творчество. Безусловно, здесь заметную роль сыграло также его детство и растущий интерес публики к сельской тематике. Во второй половине жизни Миле стал настолько известным художником, что стал прообразом одного из литературных героев Марка Твена. В рассказе «Жив он или умер» нищие живописцы пытаются инсценировать смерть своего товарища, чтобы подороже продать его картины. Этим товарищем и стал Жан-Франсуа Миле. Американский писатель не объяснил, почему его выбор пал именно на Миле, но непонятного и необъяснимого в жизни художника было предостаточно. И действительно, разве не удивительно, что деревенский мальчишка стал классиком французской живописи? Но факт остается фактом, он им стал, и зрители до сих пор наслаждаются прекрасными работами одного из самых известных и талантливых барбизонцев. А эта картина написана выдающимся голландским художником Рембрандтом в 1632 году. Она называется «Автопортрет». На ней запечатлен автор картины в возрасте 26 лет. Когда Рембрандт переехал в Амстердам незадолго до написания этого автопортрета, он искал работу художника-портретиста. На протяжении всей своей жизни Рембрандт рисовал себя в самых разных костюмах. Здесь он искусно представил себя, чтобы походить на богатых граждан, которых он искал в качестве клиентов. Рембрандт ван Рейн – это голландский художник, гравер, великий мастер светотени. Годы его жизни 1606-1669. В своих произведениях весь спектр человеческих переживаний с такой эмоциональной насыщенностью, которой до него не знало изобразительное искусство. Рембрандт произвел революцию в живописи, используя технику импаста. Это техника, которая заключается в нанесении толстых слоев краски кистью или мастихином, который создавал трехмерный эффект.
Рельеф импаста усиливает блики за счет увеличения светоотражающих свойств краски. До XVII века большинство европейских художников, писавших в традициях итальянского возрождения, считали, что задача художника не только в том, чтобы имитировать природу, но и выявлять самые прекрасные аспекты любого предмета, улучшать их. Причина, по которой Рембрандта обвиняли в нарушении догматов искусства, в том, что он отказывался идеализировать. Творчество Рембрандта не о том, чтобы произвести впечатление, оно о том, чтобы заставить зрителя чувствовать, проживать момент. Он не монументализирует, а делает историю очень личной. Личные удары судьбы привели Рембрандта к сочувствию и состраданию, изображением которых он превзошел всех великих предшественников. Рембрандт прожил очень непростую жизнь, насыщенную разнообразными драматичными событиями, и умер в возрасте 63 лет через год после смерти своего сына Титуса, страдая от горя и одиночества. А вот перед нами фигурки лошадей. Датируются они 618-907 годом. Сделаны в Китае. Китайцы любили и уважали лошадей на протяжении тысячелетий. У многих была такая сильная связь со своими лошадьми, что они хотели взять их с собой после смерти. Модели лошадей клали в могилы людей, чтобы духи лошадей могли навсегда остаться со своими хозяевами. Эта картина называется «Милосердие нищего» в Орнанс. Написана в 1882 году Густавом Курбет. На табличке возле картины написано: «Посмотрите на человека на этой картине. Он одет в грязную, неряшливую одежду, у него перевязана нога. Как вы думаете, он хороший человек? Присмотритесь, он дает монетку маленькому мальчику. Он любезно делится тем немногим, что у него есть». Эта картина говорит нам, что мы не должны думать о ком-то плохо только из-за того, как он выглядит. Перед нами замечательная картина, которая называется «Богородица с младенцем». Написана она была Джованни Беллини около 1485-1488 года. На табличке возле картины написано о том, что синяя краска была очень дорогой в 1400-х годах, потому что она была сделана из полудрагоценного камня лазурита. Джованни Беллини нарисовал Деву Марию в синем, чтобы показать ее важность как Царицы Небесной. А сейчас я вас приглашаю еще немного прогуляться по музею Баррелла и посмотреть еще несколько его экспонатов. Рисуют, видишь, на этих самых движущиеся, как бы, эти самые. Вот если посмотреть, как бы, ну, то есть если вращать, смотреть щелочку, они там танцуют. Щелочку смотри. Какую?
Какую щелочку? Да, вот тут. Угу. Да. Прикольно. Чего только не придумают. Они сами крутятся. Их нужно раскручивать. Глянь, как интересно. Миша, вращаешь, они летят. Какая красота. Нарисовано как бы Ага, так. Как ага. Нет, это что-то оно. Ну, это. Прикольно. Да. Двигается по кругу. Мгм. Ну, видишь, цветочки тут. Оно ничего тут не рисуется, ну. Я покручу. Интересно как.
такой стульчик он сделал. Класс. Вот та ваза тоже, наверное, какой-то предмет, да? Старинный. Пешком пойдем? Да пошли пешком. Уже сегодня. У нас сегодня зарядочка. Да, Вагда? Завтра будут ноги Не болеть. то, что зарядочка, жадные мы просто. Мы не жадные, жаба мы давит. экономные. Жаба давит денег. Мы экономные, Жадные. Богдан. Не, ну можем проехать, не то Ты что. понятно. Не, уже темнеет, и мы с Богданом возвращаемся домой. Я надеюсь, что вам, так же как и нам, понравилось посещение парка и музея. А на этом, дорогие друзья, я хочу с вами попрощаться. И, как всегда, я вам хочу пожелать всего самого доброго и хорошего. Скорейшего мира всем нам. И до новых встреч на нашем канале. Очень интересная подсветка дома. Посмотрите. Какой тут подогрев какой. Класс. Хая. Приколисты, да? Да, выходной, ты видишь, Ага, народ. класс. Кафешки все забиты. Вот, смотри, очередная очередь в кафешку. Угу. Все, видите, забито. Народ гуляет. Какой домик. Да. Молодцы. Веселятся. А вот смотри, на втором этаже тоже какое-то кафе.
выходим уже на площадь, которая находится с нашей гостиницей рядом. Прогулка на сегодня у нас уже завершена.